Привет, дорогие друзья! Предлагаю сегодня немножко отвлечься от какой-то ежечасной, ежеминутной суеты и разобрать еще раз ситуацию битка издалека. Надо понимать, где мы с вами находимся, что вообще не так с этим циклом, почему он так сильно отличается от всего того, что было раньше. Прежде чем мы начнем, я бы вам советовал обратить внимание на мою приватную группу с обучением и премиум-разборами, которые проходят каждую среду. Ссылочка есть в первом комментарии в закрепе и в описании. Ну, давайте, чтобы разобраться, посмотрим на различные виды счета волн. Да даже давайте, может, обойдемся без применения волновой теории, которая многими из вас так ненавистна, вот многим она так не нравится, все говорят, что вот волновики такие смешные, там вот был комментарий, вот даже только что он был виден, что вот волновики такие смешные, вот может быть так, а может быть это, а потом вот говорят, все говорят, а я же говорил, ну, во-первых, ко мне это не относится, я никогда не говорил, а я же говорил на тот сценарий, который я не использовал в приоритете. То есть у меня есть приоритетный сценарий, и если он сбывается, то да, я могу себе позволить говорить, а я же говорил. Потому что вот здесь, а я же говорил, вот здесь, а я же говорил, вот здесь, а я же говорил. То есть здесь, я же говорил, было падение. То есть я, правда, я вот здесь отсюда тогда вот думал, что именно отсюда начнется, от 61 тысячи долларов начнется коррекция до 14. Но в итоге мы потом еще закололи немножко вершинку. И здесь уже я сделал снова вторую попытку, и здесь уже со второй попытки все получилось. И по факту, если смотреть по волновой теории, то истинная вершина была здесь. Вот это все считается коррекцией. То есть даже максимум, который там был поставлен, это все считалось коррекцией. То есть я все-таки был прав. А я же говорил. И здесь, когда биткоин был по 18 тысяч, я уже говорил, что пора прекращать шортами. Вероятно, скоро будет разворот и поход битка до сотки. А я же говорил, а я же говорил. А еще тогда я же говорил, что не нужно покупать альты, пока биткоин-доминация, ну, хотя бы до 57% не дойдет. Я это говорил. А я же говорил. Вот. Но если вы так сильно не любите волновую теорию, ну, некоторые из вас, то давайте сегодня даже без нее обойдемся. Обойдемся простыми трендовыми линиями. Вот, в принципе, мы спокойно можем соединить, ну, примерно, да, можем соединить, вот лучше, наверное, вот эти точки соединить крайние. Давайте уберем ненужное вообще, все ненужное с графика уберем, оставим только три трендовые линии. Мы видим вот это вот, нам нужно для этого как минимум две точки. Мы видим схождение, обе трендовые линии направлены в одном направлении, но как бы одна имеет меньше угол наклона верхняя, да, чем нижняя. И это вот так издалека, если посмотреть, это восходящий клин, разворотный паттерн. Он формируется в то время, как скорость формирования донышек, она, в принципе, остается прежней, да, достаточно высокой, а вот вершинки каждый раз все-таки, ну, немножко не дотягивают. Не дотягивают, это тем самым образуется вот такое вот схождение двух трендовых линий. И о чем это говорит? Это говорит о том, что каждый раз быки становятся слабее. Ну, теряет рынок импульс. И здесь логика очень простая. Ну, я часто привожу пример с машинкой. Но вы можно другой пример. Ну, мячик. Вот, знаете, любой предмет, если к нему приложить силу, то есть там, имеет импульс. Под действием другой силы, там, допустим, гравитации, да, как мы уже... вот мячик катится под горку, и вот он... Его высота, да, у нас здесь. Высота. И вот он теряет под действием гравитации, теряет свой импульс, теряет силу, теряет ускорение, то есть замедляется, и по итогу вот останавливается, и потом начинает... Даже я вот неправильно нарисовал. Вот обычно, да, если мы еще и скорость сюда применим, то есть скорость у нас сначала самая максимальная, потом она становится все медленнее, потом остановка, и потом также, да, скорость у нас снова начинает возрастать, только уже при этом мы начинаем падать.
То же самое происходит и с ценами. То есть та же идея приложена и к ценам. И замечено, что да, действительно это работает. И в этом есть некоторая простейшая логика. Да? То есть у каждой, можно представить, что у каждого инструмента, который торгуется, есть какой-то вес. Этот вот вес можно измерить, ну, к примеру, капитализацией. Что такое капитализация для какой-то акции или рынка, или биткоина? То есть это просто цена текущая, перемноженная на количество долей, количество акций, количество биткоинов, и будет капитализация. Это не значит, что именно такое количество денег было потрачено именно в этот рынок, чтобы сформировать эту капитализацию. Совершенно нет. То есть определенно, точно денег было потрачено меньше. Потому что у вас может быть, например, 10 миллионов каких-то монет или акций, и если их цена $10 последняя, да, то это же не означает, что 100 миллионов долларов вложено в эти 10 миллионов акций, да, чтобы сформировать их $10 цену. Нет. Это значит, что просто последняя сделка была именно по такой цене. Может быть, вы единственный владелец этих токенов, этих акций или чего угодно, и просто начали продавать с $10. Просто так, по щучьему велению, по своему хотению. Да, и кто-то у вас купил за $10, и капитализация отобразила 100 миллионов. Это не значит, что там 100 миллионов долларов реально у кого-то из вас есть, у вашего покупателя или у вас, как у продавца. Нет, абсолютно нет. Вот. Но чем больше вы будете продавать своих токенов, да, в какой-то момент, если ваши токены, скажем, будут еще и расти в цене, там уже $10, там $15, $20, начнет действовать такое сарафанное радио, распространяться эта информация среди людей, что вот есть там какой-то Вася токен, который вот растет, вот он уже X2 дал, и такое сарафанное радио. Сначала какое-то недоверие, какие-то единицы приходят, потом это начинает становиться мейнстримом, и все больше и больше и больше и больше людей забегают в этот вагон. Знаете, вот как, в принципе, все то же самое, как в финансовых пирамидах. Вот как МММ работала в свое время, точно такая же история. Сначала люди плюются, говорят, что это все мошенничество, неправда, а потом в итоге ломаются под действием страха упустить что-то важное, да, фома. То же самое в криптовалютах. Никакого отличия, в принципе, найти между МММ и биткоином практически невозможно. Ну, если отсечь там, технологию, все дела, то есть, в принципе, по сути, это все то же самое. То есть, да, биткоин выполняет очень серьезную полезную функцию, которую МММ не выполняла. То есть, это проблема двойной траты, да, блокчейн. Но, с другой стороны, если отсечь этот момент, то разницы не будет никакой. И то как бы можно использовать как денежные средства, так и маврики в 1994 году отлично использовались как денежные средства. То есть билеты МММ у меня, кстати, где-то есть. Кстати, в свое время, интересный факт, останавливали печать доллара на целую неделю в Федеральном резерве, да, то есть в монетарном дворе вот, у них здесь в США, или, не знаю, у нас, я не знаю, я просто уже 2 года здесь живу, вот, для того, чтобы печатать билеты МММ. Ну, то есть вот как бы такой вот момент. И вот, знаете, чем больше по итогу потом приходит людей, чем больше это распространяется, тем, знаете, тяжелее уже потом толкнуть эту цену выше. Потому что, ну, процесс, сравнивают торговлю на рынке, в особенности в таких вот затяжных уже трендах, это поиск большего дурака, называется история. То есть вы дурак, потому что покупаете дорого. Ну, это явно дорого. Да? Объективно, даже если даже объективно и субъективно, как бы ты ни посмотрел, хотя можно и объективно, там, допустим, скользящие применить, посмотреть на выше мы или ниже, на сколько процентов мы выше, там, средние значения, да, то есть как-то попытаться определить справедливую цену в акциях, там все-таки можно и компании оценить, ну, вот тут как бы сложнее, конечно, с криптовалютами обстоят дела. Но даже вот если посмотреть так, да, то можно увидеть, как с каждым разом в процентном отношении, то есть построив логарифмическую шкалу, все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Как замедляется этот импульс, что может как бы подсказать, что, ну, наверное,
наверное, дороговато. Еще как бы можно посмотреть по размеру коррекции, да, то есть мы видим коррекции такие основной величины, второстепенные коррекции, и там, допустим, какой-то третьей величины, совершенно маленькие, которые даже не видно здесь сейчас на двухнедельном таймфрейме, потому что слишком большой таймфрейм. Вот мы можем посмотреть на величину таких крупных коррекций, да, то есть вот даже вот сейчас вот здесь раз, два, три, четыре, ну, 5, да, 5 крупных коррекций можно выделить, даже 4, я бы выделил 4 похожего масштаба, 4 коррекции, так даже на глаз. Вот дешево, в принципе, если сопоставимо посмотреть на прошлое, посмотреть, какие раньше были коррекции, каких величин, и если вот совсем недавно такая коррекция, или сейчас уже цена от своего пика упала на вот такую вот достаточно крупную величину, первую величину, да, то тогда можно хотя бы предположить, что, наверное, цена хотя бы недорогая, хотя все относительно, да. Но когда мы видим, что давненько уже не было подобных коррекций, то, наверное, это может намекнуть, что ну как-то, наверное, может быть и дорого уже. Это все основано на стратегиях возврата к среднему. То есть есть как бы несколько методов торговли, и один из них — это возврат к среднему, имея в виду, что цена всегда возвращается к своему среднему. И, в принципе, эта идея, она не нова, она была очень популярна у биржевых игроков, у широкой аудитории, именно во времена ревущих 20-х, вот аккурат вот во время бума перед Великой депрессией. Вот. В общем-то, много чего, в принципе, из чего можно сделать вывод, глядя на этот график, что как бы дороговато. Дороговато. И вот такой вот паттерн, восходящий клин, он как бы отражает, да, что вот дороговато уже, да, то есть тяжело, нужно очень много новых людей, новых денег для того, чтобы еще в процентном отношении толкнуть вот как это было раньше, то есть кратно больше, прям намного. А где этих людей взять? Ну вот сейчас, если взять вот так вот, посмотреть, то с конца 2021 года по факту разложить, если даже вот не будем брать статистику, которая активно подделывается последние несколько лет и подтасовывается, и как бы выдается желаемое за действительное, и вот американскими всякими исследовательскими агентствами, ну то есть государственными, я имею в виду, да, которые на руку государству, то есть там и, допустим, играются со статистикой, например, по безработице, да, ну, к примеру, да, вот безработица в США. Многие же воспринимают, смотрят, вот Пауэлл говорит, вот пока у нас низкая безработица, у нас нет повода как бы дополнительного понижать процентную ставку, стимулировать экономику. Зачем нам это делать, если безработица стабильна? Но дело в том, что даже если ты вот в Америке работаешь на частичной занятости, у тебя 1 час в месяц, предположим, то есть part-time работа. Все, ты уже не безработный, и то, что ты по факту вынужден там работать в нескольких работах, и последний банан без соли доедаешь, то как бы это как бы статистики не отражено. И люди, это видно по статистике уже банковской статистике, по проценту закредитованности, да, людей, по количеству сбережений. Эти данные просто ужасающие. Ну, больше половины людей в США не имеют даже $1000 на черный день. То есть люди в страшном положении сейчас находятся. И консюмерский сентимент тоже находится на очень низком уровне. То есть как ощущение потребителей находится на очень низком уровне. То есть соответствующий прямо глубокому кризису. То есть люди видят какую-то безысходность. А государство как бы делает все, что только вот эту бы безысходность, вот ее бы просто вот не замечать. И поэтому мы видим, что этот цикл несколько отличается. То есть у богатых все еще есть деньги, а у бедных денег уже давным-давно нет. Да, но биткоин это всегда было про народное. А по факту он превратился, вот с 21-22 года он превратился, уже это не народный инструмент по большей части. То есть, да, есть люди, которые грамотно подошли к вопросу и не инвестировали в альты, а инвестировали в биток. Да? Или те, кто инвестировал в альты, со временем, по мере падения альтов, ломался и все-таки сдавался в пользу биткоина. И все больше и больше, да, то есть люди там продают, например, свои альты, либо выходят полностью из рынка, либо выходят в биткоин.
Но все-таки эта история сейчас про взрослых дядек, про фонды, про богатых людей, которые через те самые фонды, через ETF, через государство все-таки или уже тех, кто уже был в рынке, то есть варятся одни и те же. Новая кровь почти не приходит. Это можно отследить даже по количеству просмотров у криптоблогеров, по количеству подписчиков. Все эти данные открыты, и у Бенджамина Коуэна, кстати, недавно выходило видео, где он анализировал у себя на сайте именно просмотры и подписчиков у блогеров, криптоблогеров. Так вот, давайте вернемся все-таки к нашему восходящему клину, вот, который мы сейчас можем уже прочертить уже довольно-таки давно. В этом графике нам, в принципе, по 2 точки хотя бы нужно сверху и снизу для этой фигуры. Ну, конечно, лучше, чтобы хотя бы с одной из сторон было бы хотя бы 3 точки, да, тогда эта фигура, паттерн был бы более правильный, но и в таком виде это уже более-менее, то есть куда ни шло. Тоже уже как-то можно использовать. И здесь все-таки, вот давайте, классический, значит, технический анализ говорит о том, что этот паттерн можно торговать, если вот он пробивает уже трендовую линию вниз. То есть сразу практически можно заходить. Но волновая теория это ж по сути то же самое. То есть вот если вы используете трендовые линии, трендовые каналы, отношения Фибоначчи, вот те из вас, кто это хоть в каком-то виде использует, или если вот вы эти паттерны смотрите, знаете, вы в принципе идете навстречу волновой теории. Вы или это совсем не используете, то есть просто волновая теория — это продвинутый метод анализа, чуть более продвинутый, не то что даже чуть, он намного более продвинутый, потому что он посложнее будет, он более эффективный, чем вот обычные, вот эти вот паттерны обыкновенные. Да, этот восходящий клин, который называется конечной диагональю в данном случае, потенциальной, да, пока что. Ну, это, в принципе, то же самое. Просто волновая теория, она больше наблюдает за деталями. То есть если клин, он и есть клин, он и в Африке клин. Да, и обычному человеку, прохожему, намного легче запомнить. Видишь сонаправленные трендовые линии, которые по итогу сходятся, они параллельны, то это клин. Это же намного легче запомнить, чем то, что вот он может состоять из 5 волн. Каждая из этих волн может быть 5-волновой или 3-волновой. Есть некоторые особенности, где этот восходящий или нисходящий клин появился в начале движения или в конце движения, на стыке разных трендов, какие отношения волн друг к другу и так далее и тому подобное. То есть волновая теория просто детальнее смотрит на формирование этого паттерна. Не больше, не меньше. Поэтому, если уж на то пошло, если гнать на волновую теорию, то тогда нужно напрочь отказываться от любого субъективного технического анализа. Забудьте про краткосрочные паттерны, про свечные графические. Забудьте про долгосрочные паттерны. Клинья, треугольники, не знаю, там, двойные, тройные вершины, головы с плечами. Все про это забудьте, не используйте никогда, если вы хоть слово сказали плохое в сторону волновой теории. Забудьте про коррекции, отношения коррекции 38,2, 50, 61,8 и так далее. 89% можно использовать, хотя это не совсем чистое отношение Фибоначчи. Или даже стандартные по Доу, по третям, то есть 1/3, 2/3, половина. Не используйте это, если вы считаете, что волновая теория — это плохо. Вам не нужно это использовать вообще. Вам тогда нужно проходить в сторону объективного анализа. И это неплохо, это выбор. Я считаю, просто я сторонник того, что нужно использовать оба варианта анализа. То есть и субъективный, и объективный. Зависит, конечно, субъективный очень сильно зависит от профессионализма и эмоционального состояния самого трейдера и его опыта. А объективный анализ позволяет этого избежать. Но тогда вам нужно учиться программировать. Вам нужно хорошо знать математику, теорию вероятности, теорию игр, математическую статистику. Применять эти вещи на графике, строить, исходя из этого, стратегии, межрыночный анализ проводить, корреляции между различными активами, искать активы с отрицательной корреляцией, с положительной, с разной бетой, то есть с разной волатильностью. Вы должны тогда уже переходить на совершенно другой уровень.
или не использовать вообще технический анализ. И вообще, какой тогда смысл смотреть хоть кого-либо, если, например, вы и даже в это не верите? И я вам хочу сказать, что нет пока что ни одного универсального решения, которое бы сказало, да, вот так-то будешь делать, и все у тебя будет хорошо. Никто вам никогда не скажет, как точно будет. Никто этого не знает. А если кто-то говорит, что знает, то он либо врет, либо заблуждается в своих, слишком переоценивает свои навыки и знания. Но все, что мы можем сделать, это как-то оценивать прошлые события. И на основании прошлого опыта строить какие-то умозаключения, которые будут в будущем. Нельзя без никак иначе, никто не придумал, как построить будущее. То есть мы не можем в будущее заглянуть. Есть гипотезы, которые говорят, что это не работает в случае с рынками, и это называется гипотеза эффективного рынка. Но она, я вам так сразу скажу, это совершенно нерабочая вещь. Уже множество раз доказано, что она не работает. Просто ничего взамен другого, да, более простого, объясняющего, дающего ответы на все вопросы, пока что еще нет. Вот. Но если мы хоть как-то хотим попробовать, то есть вы хотите попробовать или не хотите попробовать узнать будущую цену, или вот в чем вопрос. Если не хотите, то смысл тратить время вообще. Просто рандомно там возьмите, не знаю, распечатайте список криптовалют или акций, киньте закрытыми глазами дротиком. И просто купите, не знаю, там, киньте 10 раз 10 дротиков, купите 10 этих акций по 10% на каждого, и все. А смысл? И держите, пока не вырастет. А вдруг повезет. То есть, надо тогда относиться к этому как, повезет или не повезет. Вот так. А если все-таки хочется разобраться, то вот можно использовать все-таки прошлое. Мы-то как с вами работаем? Да? То есть у нас был какой-то опыт в прошлом, мы его применяем в будущем и проецируем его на будущее, и тогда вот так вот все и строится. То есть обычная логика даже, обыкновенная. Да? То есть у нас есть опыт взаимодействия с некоторыми уже известными вещами, и на основании этого мы можем или дедукцией, или индукцией, уже там, в зависимости от направления логики, уже выстраивать какие-то, дополнять информацию на основе той информации, которая у нас есть. Но нам в любом случае нужна какая-то информация. Но вот если вам все-таки хочется попробовать, хотя бы предположить, на основании прошлого, как вот в прошлом цены двигались, то тогда придется к этому приходить. Хоть к какому-то методу. Но если вот все-таки придем к самому простому графическому анализу и добавим все-таки деталей волновой теории, то она согласно Клина говорит, клинья развиваются по-разному. Вот в классической работе от 1978 года проектора Эйфроста там говорится, что начальная диагональ имеет внутренние компоненты структуры, то есть если у нас все-таки тренд восходящий, вот движущие волны, те, которые идут в том же направлении, в котором идет основной тренд, они должны развиваться в пятиволновой структуре, а коррективные волны, которые против тренда более старшей степени идут в трехволновой структуре. А конечные диагонали должны развиваться все, то есть, допустим, вот как здесь, да, у нас в конце, когда образуется конечная диагональ, у нас все подволны должны быть тройками. Но дело в том, что последние исследования показали, что, в принципе, часто встречаются смешанные модели, где первая волна может быть пятиволновой, третья может быть трехволновой, пятая снова пятиволновой, и, в принципе, это значение особо там не имеет разницы. И здесь вот так же, если посмотреть, я без понятия, я считать здесь даже не хочу и не буду, не вижу в этом смысла, очень субъективно. Предположим, что здесь было 5 волн, да, там растянутые какие-то волны, это же не обязательно, что 5, там может быть 9, 13 и так далее, и 17, предположим, там, их было здесь достаточно. То здесь вроде бы 3, да, хотя как посмотреть, можно и так посчитать, можно вот эту коррекцию воспринимать, вот эту вот часть, как еще одну волну, 5, пожалуйста, так тоже можно посчитать, это все зависит от вас.
Ну и здесь тоже можно как пятиволновую структуру посчитать, да. То есть здесь у нас, допустим, здесь 5 волн, здесь 5 волн, здесь вот у нас такая растянутая третья, да, и вот сейчас еще пятая образовалась, тоже 5 волн. Ну и здесь, да, допустим, 5 волн. И здесь тут трехволновые структуры. Вот тут явно трехволновая структура с треугольником. Здесь пятиволновая все-таки больше структура, поэтому я склоняюсь, что это все-таки была вот часть коррекции. Ну, неважно. Есть одно важное наблюдение, которое сейчас для нас имеет значение. Это отношение этих волн друг к другу. То есть мы видим некоторое постоянство замедления. Да? То есть если вы даже на глаз посмотрите, вы же можете дугу здесь нарисовать. Да? То есть некоторое вот такое постепенное ослабление импульса. Все тяжелее, тяжелее, тяжелее дается цене дальше идти выше. И если вот просто посмотреть на это постоянство, то логическим и плюс благодаря наблюдениям самого Эллиота и многих волновиков как бы пришли к умозаключению, что есть некоторые правила волновой теории. Например, третья волна не может быть самой маленькой. Она может быть средней, но не самой маленькой. Чаще она самая большая. Но в клиниях она обычно средней величины. Обычно самая большая — это первая волна. Вот. И в классическом клине третья волна, она среднего размера. Это если так вот посмотреть сейчас на эту всю структуру, как пятую волну, к примеру, да? Может же быть это все пятой волны? Это, конечно, может быть. Почему нет? Такой счет волн, хотя я применяю обычно другой счет волн у себя на канале, но, пожалуйста, можно и такой использовать. И здесь первая волна у нас получается самая длинная. Да? Вот она. Вот ее размер, мы ее померили. Возьмем вот инструмент расширения Фибоначчи по тренду и отмеряем, а какого же размера была у нас третья волна по отношению к первой. 61,618. Отношение Фибоначчи, самое распространенное при клиниях. 61,8%. То есть вот это вот расстояние, вот это. Вот. Давайте я его введу. Вот это вот расстояние, вот оно. В высоту оно составляет 61,8% от этого расстояния. Это классическое отношение Фибоначчи, очень часто встречающееся в разных местах, до пугающего часто встречающееся. Окей, мы получили этот вывод. С чем нам это вообще может помочь? Зная правила, это даже не норма, это правило развития клиниев. Третья волна, как я уже сказал, не может быть самой маленькой. А это значит, что у нас последняя волна не может быть больше этой, потому что эта третья волна потенциально в нашем счете, она уже меньше этой. То есть она чуть больше половины от этой волны. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем померить уже нашу третью волну и отложить от начала пятой. И посмотреть. То есть она, получается, ограничена 300 тысячами, примерно, там, плюс-минус, да, я тут грязно достаточно отмеряю, тут давайте там почетче хотя бы, хоть чуть-чуть почетче попробую провести, разведем здесь, вот так, да. И вот получается, что у нас $306 тысяч, вроде бы как мы ограничены, $306 тысяч, иначе вот это правило, оно сломается, да, то есть это значит, что что-то другое здесь, значит, это не восходящий уже клин, эта структура, значит, сломана, значит, здесь была ошибкой предполагать, что это клин. То есть, да, волновая теория может описать все, что угодно, в любое движение в волновой теории, я хочу, чтобы вы поняли, что вот кто там приверженец волновой теории или идет это изучать, с годами изучения этой темы вы, если не сразу поймете, то с годами поймете, что вы с помощью волновой теории можете описать абсолютно любое движение. И люди ошибочно берут это за слабость. Но дело в том, что в волновой теории есть как бы понятие красиво и некрасиво. Есть понятие, как обычно происходит и как необычно. Что часто встречается, что не часто встречается. Опять же, это все на плечах у аналитика. То есть все зависит от его опытности, насмотренности, как и в любой другой специальности.
Поэтому чему-то, какой-то стратегии волновой аналитик может давать приоритет, а другой какой-то там меньше приоритета давать. И получается, что максимум это 306 тысяч долларов, согласно такого счета. Но обычно же у нас волны друг к другу относятся как 0,618. Ну вот 0,618 у нас было на 97 125. Мы уже даже преодолели эту отметку. Но следующее отношение уже не такое популярное, не такое красивое. То есть красивыми здесь являются только два отношения. 0,382, точнее именно в данном случае только одно даже, я бы сказал. 0,618. Только одно из них. Из всех этих отношений только одно в данном случае с клиниями, с конечными диагоналями, да и даже с начальными диагоналями, только одно 0,618 является красивым. Все остальное это уже имеет намного меньший вес. Да, то есть нам именно вот это отношение должно быть интересно. То есть это порядка 97-98 тысяч долларов. Это как по-разному смотреть. А если вот все движение вот это вот померить, да, по всей этой высоте, вот даже если тут мы будем считать, что пятая вот вся волна, вот эта вот вершиночка, которая здесь была, вот ее всю померить, и вот, то тогда получается, что 101 500. Ну вот вроде бы как уже закололи, уже даже больше, чем выполнили, аж на 10% больше. Вроде уже и можно и развернуться. Хотя вот следующий уровень, да, там 170, 160, 170. Ну, максимум 300. Максимум 300. То есть не миллион. Хотя, волновая теория не отрицает, что может быть как угодно. Может быть и миллион, и 10 миллионов вообще. Просто она говорит, это маловероятно, это некрасиво. Так обычно не происходит. Есть понятие красоты, математической, да, математического отношения, и чего-то уродливого, непонятного. Вот если видишь что-то уродливое, то либо это совершенно там волновую теорию нельзя применить, либо это коррективная структура. Вот так это работает в волновой теории. Вот поэтому, исходя из этого, вот посмотришь на это все и видишь некоторую дивергенцию, расхождение между тем, как цена ползет все выше и выше и выше, и настроение в обществе людям не до этого вашего биткоина. Нету у них денег. Покупать биткоин по 110 тысяч долларов. Нету. И желания нету. Желание у них есть мемкоины покупать. Точнее, я бы даже сказал, было у них такое желание. По рукам надавали мошенники всякие ракпулами своими. Заракпулили вообще всех, забрали всех деньги, обманули, раздели. И всяческое доверие, последние деньги бедный криптоинвестор здесь оставил, покупал последние 3-4 года эти альткоины, которые подешевели там десятки раз, и сидит и плачет над своим криптодепозитом. А по пути еще и в мемкоины заряжался в надежде отбить вложенное, потерянное в те самые альткоины, которые падали в цене все время. И получается, что никому сейчас крипта не интересно. И вообще всем страшно и непонятно. Там какой-то Дональд Трамп там, со своими этими тарифами, эти войны, это все. Тут выжить, знаете, у людей вопрос стоит. А не биткоин-то эти ваши покупать. Неинтересно сейчас никому. Вот, поэтому с учетом этого расхождения, да, между действием и реальностью, психологической реальностью, и объективных расхождений на осцилляторах, которые мы с вами рассматривали в прошлых видео неоднократно, смею предположить, что высока вероятность того, что вот мы здесь поставили максимум. 111-112 тысяч мы поставили максимум. Да, конечно, если мы сейчас... нам нужно обновлять этот максимум здесь опять идти выше, для того, чтобы хотя бы отсечь этот сценарий. Но это в данном месте все равно не будет являться сигналом для того, чтобы все свои кровные сюда нести. Поздно. Поздно, ребята, поздно. Дорого это. Мы выше, далеко выше ушли от ключевых скользящих средних. Мы видим признаки слабости в развитии этого тренда. Мы видим, в конце концов, что давно не было хорошенькой такой глубокой коррекции, больше, чем на 50%. Вот тогда можно хоть как-то иметь основания говорить о том, что, наверное, цены могут быть недорогими. Может быть, даже дешевыми.
Вот. А на данный момент это все выглядит печально. И много чего указывает на то, что, ну, конец близок. Ну, для биткоина, по крайней мере, для биткоина. Конечно, цена может вырасти, если доллар там еще как-то упадет сильно. Ну, для доллара, мне кажется, падение уже подходит к концу. Мы его отдельно рассматривали много раз. Вот, но я думаю, перемены где-то рядом. Где-то уже общество чувствуется уже прямо очень устало от этого давления. Вот здесь еще есть вот такое, кстати, сопротивление. Очень интересное. То есть даже если, понимаете, даже если будем обновлять здесь вершину, здесь, ну, много чего мешается впереди. Это как бы такой зона вакуума. Ну, не нужно быть тем, кто участвует в исследованиях. То есть не нужно быть человеком, который залетает в исследование новых цен. Да? Это опасно. Ну, как минимум. Да? Всегда лучше иметь за что зацепиться за прошлое. Вот. Или можно исследовать новые цены, если вы, в принципе, уже обезопасили себя тем, что сгенерировали солидный профит, защитив который у вас даже при срабатывании этой защиты все равно с вами останется какой-то капитал в плюсе. А в данный момент что делает большинство? Продает свои слезы, альты, продает. И что покупает? Ну, то есть, как бы в моменте это не большинство. Покупают биткоин, но не большинство. Но они же накапливаются. То есть, это может быть в моменте сейчас там 5%, 6, 7, 10% вот всего криптонаселения, которое в какой-то момент ломается, устало терять деньги на альтах, и все, сдается, либо выходит фиат, там, на оставшиеся деньги покупают палки колбасы и буханку хлеба, вот, потому что на большего не хватает, и уходит из рынка, а часть эти деньги просто идет и покупает биткоин. Потому что, ну, президент Америки так сказал, потому что Майкл Селлер так сказал, потому что там вот такая вот вера есть, потому что кто-то там в новостях так написали. Ну вот, покупают биткоин. Но это в моменте, да, там, может быть, 5-10%. Ну, сегодня одни 10%, через полгода другие 10%. И так уже 3,5 года длится. И останутся в конце только самые стойкие или только самые упоротые. То есть, как бы, это не значит, что самые стойкие в итоге потом заработают. Все это может закончиться. Рынки появляются, рынки исчезают, и не обязательно им нужно еще раз, каждый раз перед тем, как исчезнуть, обновлять свою вершину. Иначе они бы никогда не исчезали, рынки. Но рынки всегда появляются и всегда исчезают. Да? Поэтому всегда есть шанс, что никаких новых вершин больше не будет. Но как бы таковы правила игры. Но, на мой взгляд, глядя на это все, вот то, что мы сейчас с вами посмотрели, самым глупым, что может быть, это продать альты и зайти в биток. Ничто не указывает на то, что это мудрое решение на данный момент. Ну, если уж на то пошло, если продавать свои альты, то, наверное, мудрым решением будет просто выйти в фиат. И пойти и купить ту самую буханку хлеба и полпалки колбасы. Это будет разумнее, чем нежели вложиться в биткоин. Ну, так об этом говорит, во всяком случае, технический анализ. Логика так говорит, да, то есть здравый смысл. Но, ну, можно поддаться, конечно, всеобщей панике. То есть, и по мне так. Пусть он растет хоть к $1 миллиону, к $2 миллионам. Я просто не вижу причин, почему он туда будет. Ну, реальных причин, кроме возгласов каких-то каких-то достаточно очень уже далеких людей от мира инвестиций и финансов. Вот только вот их возгласы слышу, что $1 миллион и так далее. А если уже профессионально к этому подходить к вопросу, здесь очень много опасных поворотов. И иной раз даже лучше занять здесь две позиции. Либо выжидательную, вот, в стороне постоять. Ну, это самое разумное, наверное. Либо все-таки короткую. Но частично, да, то есть хедж какой-то. Либо все-таки длинную по альтам. Вот более рисковая стратегия, но я все-таки выбираю вот что-то вот среднее между этими всеми стратегиями. Что-то захеджировать, где-то что-то в альты. Вот поэтому где-то что-то в фиате.
что-то, какой-то компромисс. Это всегда поиск компромиссов. Понимаете, трейдинг, инвестиции — это всегда перестраховка, взвешивание различных сценариев. А как будет так? Попытка предугадать все, соединить это все, найти что-то общее, найти какое-то решение, которое бы одинаково хорошо подходило бы там под эти все сценарии. Или там лучше всего подходило к наиболее вероятному сценарию и по мере уменьшения вероятности, по вашему мнению, из того сценария, чтобы меньше всего к нему подходило. То есть и так вот и строятся все идеи инвестиций. И знаете, не без потерь никогда не обойтись. Вам любой профессионал скажет, что практически невозможно споймать вершину или дно. То есть ты в любом случае всегда должен страховаться и учитывать различные сценарии. Так что вот такой вот сегодня кратенький, или даже не очень, я бы сказал, ликбез аж на 41 минуту. Мое личное видение относительно того, что сейчас переживает криптовалютный рынок и что нас с вами ждет впереди. Я точно не знаю, но я пытаюсь использовать несколько сценариев. Что биткоин подходит к завершению своего крупного цикла роста, альткоины сильно перепроданы. Ну и если все-таки альткоинам пришел конец, то все-таки нужно иметь еще и что-то в кэше. Ну, на всякий случай, а вдруг времена все-таки действительно очень тяжелые. Вот они только начались, да, кажется, что вот они уже давно идут, там с конца 21 года, начала 22-го, и что вот, наверное, уже сильно долго идут, и пора бы им закончиться, а вдруг еще нет. Вот, ну и как бы вот такие 3 ключевых сценария я просто использую в своей стратегии и, в принципе, более-менее как-то справляюсь. Советую вам подходить к вопросу более гибко. И тогда все будет хорошо. Ну, во всяком случае, скорее всего, будет получше, чем если вот ставить только, только на что-то одно. Такие вот дела. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокол. Если видео оказалось для вас полезным, интересным, буду дальше делать подобного рода контент. А я вам всем желаю жирного профита. Увидимся в следующих видео. Пока.